скорее всего, у вас появляется гонартроз. Это сложное заболевание, связано оно с повреждением суставного хряща. С чем это связано? Как правило, это может быть связано ну, как правило, это генетическое, по моему мнению. Это может быть, когда-то ударили, может быть, связано с синовиальной оболочкой или с хрящевой тканью, или с уменьшением тонуса мышц или даже костей. И может быть связано и с генетическими факторами, острыми травмами, нестабильностью колена, травмами мениска, хронической перегрузом и так далее. Что необходимо делать? По моему мнению, для того, чтобы не доводить это все до такого плачевного состояния, необходимо помнить, наши коленные суставы, наши тазобедренные суставы, они реагируют, и формирование хрящевой ткани, как правило, она реагирует на наличие, первое, оксалатов, второе, солевого диатеза, как правило, третье, как ни странно, молочной кислоты. Все в комплексе и приводит в дальнейшем к тому сахарного диабета второго типа. Может быть еще полинейропатии на фоне сахарного диабета второго типа. Какие должны быть меры предприняты для того, чтобы восстанавливать суставную ткань, и почему она не восстанавливается, и что вообще необходимо делать? Первое. Суставная ткань восстанавливается в случае, если молочная кислота в крови снижена. Для того, чтобы снизить молочную кислоту, и оксалаты в том числе тоже снижены. Каким образом это необходимо делать? Первое. Максимально отказаться от мяса и рыбы, а также молочной, копченой и алкогольной продукции, а также есть меньше сладкого. Перейти на диету, двухразовое питание, малокалорийное. Второе. Начать прикладывать салфетку, как ни странно, с аммиаком прямо к месту воспаления тазобедренного сустава, также натирать место тазобедренного сустава. Как правило, именно оксалаты, как правило, кислое содержание находится в самом суставе. Именно это и приводит в дальнейшем и к уменьшению хрящевой ткани, что может повлечь за собой в дальнейшем и разрушение кости, кариес кости, это может перевести в дальнейшем к замену сустава и так далее. В случае, если никаким образом не обращать внимания на диету, то бесполезно лечить, и, скорее всего, прогноз плачевный может быть. Второе, обязательно принимать кислое что-либо. То есть это может быть, почему кислое? Кислые продукты, такие как лимонный сок лимона. Прошу не путать с лимонной кислотой. Сок лимона, сок грейпфрута, сок капусты, яблочный сок. Это вещества, которые, как ни странно, защелачивают нашу кровь и способны уменьшить количество молочной кислоты в крови, что в свою очередь уменьшит формирование оксалатов, как ни странно. Из моих препаратов можно еще инъекции хондроитин-глюкозамин, инъекции нестероидных препаратов в сам сустав, но, по моему мнению, гораздо эффективнее это аппликации с аммиаком, вот о которых я говорил, натирать аммиаком, как ни странно, это помогает. Терапия, в ходе которой можно уменьшить оксалаты в крови, это из медицинских препаратов колхицин, можно аллопуринол. Из моих препаратов я рекомендую препарат Metix, 1 чайная ложка на 1 стакан воды 2 раза в день. Использовать мазь, которая называется артрозиновая, и использовать препарат артрозин. Артрозиновый препарат. Смотрите, в ТикТоке прямо сейчас указан вот этот номер телефона. Вы можете прямо по нему позвонить и заказать данные препараты со скидкой 18%. Также сайт указан сверху во время трансляции, сайт tibetan-formula.com, где все эти препараты можно приобрести. Все препараты можно приобрести на территории Украины, с Российской Федерацией мы не